Друзья, здравствуйте! 79 лет назад, 20 июля 1944 года, произошло событие, которое, как многие считают, могло изменить ход Второй мировой войны, то есть остановить ее на год раньше. Другие историки с ним не согласны, и они считают, что вообще бы это ничего не изменило. Но, тем не менее, событие это окутано массой мифологии, событие это окутано массой всяких разных конспирологических версий, почему это сделали немцы, а не сделали союзники. Я говорю о самом известном покушении на Адольфа Гитлера, операции «Валькирия», которая произошла 20 июля 1944 года. Прежде чем мы начнем, я хочу вам сказать всем спасибо за то, что подписываетесь на мой телеграм-канал. Я там периодически публикую всякие разные исторические зарисовки, в частности, то, что не вошло в выпуск. И вот пара историй сегодняшнего выпуска там тоже будет, потому что хронометраж не позволяет вгрызаться во все. Итак, покушение на Гитлера. Вы знаете, в советской школе это преподавалось таким образом. Ну вот, значит, офицеры Третьего рейха, офицеры вермахта понимали, что война уже проиграна, и, собственно говоря, решили ни с того ни с сего, вот быстренько соорудились и решили грохнуть Гитлера. Ничего у них не получилось, Гитлера спас дубовый стол или Гитлера спасла случайность, и, в общем, Гитлера они не убили. И я, честно говоря, тоже всегда думал, что это вот такой же был спонтанный, отчаянный акт, в общем, спасения самих себя со стороны офицеров вермахта, которые решили устранить Гитлера, договориться быстренько с союзниками, со всеми, в том числе с Советским Союзом, не только с Америкой и с Англией, и таким образом вывести Германию из войны. Но дело на самом деле гораздо глубже, и корни вообще этого покушения, они уходят в период довоенный, в 1938 год. Ну, давайте обо всем по порядку. Когда смотришь фильмы о Второй мировой войне, в частности, советское кино, возникает такое представление, у меня, во всяком случае, оно возникало, что Третий рейх был такой машиной, он действительно являлся машиной для убийств, давайте называть вещи своими именами, но он являлся машиной такой монолитной, где все шестеренки работали, значит, против врагов рейха. Все в едином порыве сплотились вокруг фюрера и ведут эту, значит, бесчеловечную войну с уничтожением миллионов людей. И это, конечно, правда, это одна часть истории. Вторая часть истории – никаких монолитных систем не бывает. Внутри систем постоянно строятся подсистемы. Ну, как в любой вашей компании, отдел логистики воюет с отделом закупок, отдел рекламы с отделом продаж и так далее. Понятно, что это маргинальный очень пример, но тем не менее. В любой государственной системе люди делят власть и ресурсы. И в Третий рейх не был исключением. И, собственно говоря, да, конечно, большинство функционеров Третьего рейха, большинство его главных лиц и лиц второго и третьего эшелона разделяли убеждения фюрера на 100%. Но, конечно же, были люди, которые друг с другом воевали. И, в частности, вот корни этого подготовки убийства Гитлера, они лежат в структуре вермахта, то есть в структуре немецкой армии. Что это такое? Структура на самом деле была интересная. Во-первых, это десятилетиями, столетиями выпистыванная элита. Элита Восточной Пруссии. Восточно-прусское дворянство. То есть голубая кровь, белая кость. Самые главные аристократы Германии, которые столетиями поставляли высший и средний командный состав в армию. То есть это, в общем, была, конечно, не нация военных, но во всяком случае вся элита армии ковалась в Восточной Пруссии, и люди, которые писали немецкие военные доктрины, такие как Мольтке, это тоже были выходцы из этой аристократической среды. Сначала в Германии монархия, потом Германия проигрывает Первую мировую войну, получается Веймарская республика, и потом к власти приходит Гитлер. Ну, это отдельная история о приходе Гитлера к власти, мы обязательно об этом поговорим. Ну, вот двумя штрихами. Нация жаждет реванша. Нация унижена, на нее возложена репарация, она только что проиграл Первую мировую войну. Это с одной стороны. И она требует новых лидеров. Таким лидером вот появился Гитлер. С другой стороны, есть прусская элита военная, которая в союзе с магнатами, финансистами. Многие из них Гитлера откровенно презирают.
Потому что, он полуобразованный ефрейтор. Хотя Гитлер всю жизнь будет спекулировать фразой «я простой солдат», «я простой немецкий солдат». Они его презирают, потому что он необразованный, он не их круг, он выскочка. Он не военный с их точки зрения. И, собственно говоря, когда Гитлер приходит к власти, немецкая армия, у прусской элиты есть определенная философия. Армия вне политики. И да, у нас был, один рейхсканцлер, вот сейчас его сменили, выиграл выборы Гитлер, пришел к власти. Хорошо, это же политики. Они там будут разбираться. Армия, она стоит на страже интересов Германии. И пока Гитлер армию не трогал, а разбирался с коммунистами, разбирался со своими соратниками по партии типа Рёма, это военных не волновало. Но в какой-то момент мы понимаем, диктатура, она не может строиться. Вот здесь я диктатор, в этой вазе, а вот в этой чашке я, демократ. Так не бывает. И Гитлер, конечно, стал осваивать всю территорию Германии, все сферы. И в какой-то момент он полез в армию. Безусловно, он никогда не доверял генералам прусским. Много свидетельств тому сохранилось. И весь ближний круг Гитлера, он постоянно стучал о том, что генералитет не лоялен. В 1941 году Борман напишет большую записку на имя Гитлера о том, что на Восточном фронте вообще у них брожение в умах, рассказывают скабрезные анекдоты, смеются над политикой партии. Вообще генералы, в общем, не лояльны. Гитлер это знал. До момента начала Первой мировой войны, до вторжения в Польшу, Гитлер начал предпринимать шаги для того, чтобы получить контроль над армией. Тут важно заметить, есть еще две вещи, которые сейчас могут показаться романтичными и даже наивными, но тем не менее, немецкая армия, в ее высший командный состав, во-первых, они все христиане, во-вторых, они монархисты в большинстве своем, и в-третьих, чувство долга. То есть немецкие офицеры, и дальше, когда мы будем говорить о самом покушении, о Штауфенберге, о фон Трескове, собственно, вот это будет главный постулат. Мы убиваем Гитлера, мы понимаем, что он злодей и ничтожество, которое ввергло нашу страну в войну, но у нас же есть долг. Мы же присягу давали. Как мы можем убить главу нашего государства? И это будут такие, на самом деле, совершенно не для художественного фильма романтические виньетки. Действительно, высшее офицерство говорило о том, что мы вынуждены приступить к присягу, и можем ли мы себе это позволить. Но мы к этому еще вернемся. В непростое для бизнеса время особенно важно правильно подойти к организации внутренних процессов. Анализ рынка, разработка финансовой стратегии, управление рисками, привлечение инвестиций. Всем этим в крупных компаниях занимается финансовый директор. Спрос на таких специалистов стремительно растет. По данным Jobl, например, сейчас ищут более 30 тысяч финдиров. Если вы давно хотели повысить квалификацию в сфере финансов для работы или собственного бизнеса, я рекомендую пройти практический курс «Финансовый директор» от Академии Эдюсон. Программа разработана совместно со специалистами из Мегафона, КПМГ и других известных компаний. Благодаря большому количеству практических заданий всего за 4 месяца вы научитесь выстраивать финансовые процессы, управлять командой, оптимизировать финансовую нагрузку и управлять рисками. Занятия проводят опытные преподаватели практики, консультанты из большой четверки и успешные финансовые директора из разных отраслей. Они помогут освоить все необходимое в сжатые сроки. Вы можете отрегулировать нагрузку, чтобы учиться, не отвлекаясь от работы. По завершении курса вы получите пожизненный доступ к материалам и обновлениям, а также сможете получить консультацию HR-специалистов Академии Эдюсон, чтобы подготовиться к трудоустройству. По QR-коду или по ссылке в описании вы сможете найти подробную информацию о курсе «Финансовый директор» и оставить заявку на обучение. А если воспользуетесь промокодом Минаев, получите скидку 60% и бесплатную консультацию с экспертом Академии в подарок. Переходите прямо сейчас. В какой-то момент появляется СС. Появляется Гейдрих, появляется Гиммлер. Сначала как личная охрана Гитлера, а потом эта структура начинает разрастаться. И вот уже у СС собственная армия. С моторизованными частями, с танками, с артиллерией. То есть это такая армия в армии. И, естественно, между СС и вермахтом моментально начинается противостояние. Потому что мы солдаты в вермахте, мы учились этому в университетах, мы знаем, как воевать. Это партийные бонзы, которые получили в руки госбюджет, потому что СС финансируется из госбюджета, получили в руки оружие, и они начинают отнимать наш
властный ресурс. Гитлер это крышует, и Гитлер, в общем, не то, что он на это закрывает глаза, а он этому прямо потворствует. И в этот момент начинаются разговоры о том, что пора бы немцам начинать войну. Начинаются разговоры Гитлера, сначала кулуарные, потом они начинают попадать на совещания с генералами, что мы готовим вторжение в Чехословакию, мы готовим вторжение в Польшу, мы готовим вторжение во Францию. И генералы начинают выступать против этого, потому что только что проиграна Первая мировая война. С одной стороны, есть поколение, которое родилось в конце Первой мировой и не успело там повоевать, и оно хочет реванша. С другой стороны, есть офицеры, которые видели, и генералы, которые видели, как эта война на два фронта была проиграна. И они понимают, что вторая такая война также похоронит Германию. И они начинают Гитлеру говорить: ну, послушайте, мы к войне не готовы. Мы не можем вторгаться, нас с цветами никто нигде не встретит. Хотя говорилось о том, что Польша там пойдет к ногам за 2 дня, что все только и ждут, что немцы зайдут. И французы, в общем, они, конечно, не ждут, но они слабые. И во многом так это и оказалось. Но, тем не менее, пешей прогулки не получится. Будет очень тяжелая война, и генералитет начинает против этой войны бухтеть. Сначала бухтеть, а потом откровенно говорить Гитлеру, что армия не готова, мы не можем себе этого позволить, наша армия должна оборонять границы, а не вторгаться. В 1938 году армию потрясает невероятный скандал. Есть 2 человека. Бломберг – это военный министр, и Фрич или Фричи – это главком сухопутных сил. 2 очень влиятельных, очень популярных генерала, которые выступают против этой войны. И Гитлер начинает процесс с целью дискредитации и последующего смещения этих генералов. Тогда, в принципе, можно себе было представить, что их можно арестовать и посадить в концлагерь как врагов народа. Но тогда еще, в общем, Гитлер уже был, конечно, в зените, но с военными генералами так не поступают. Они очень популярны в армии, поэтому надо что-то придумать. И придумывается история. Первым под каток желтого зашквара попадает Бломберг. Он женился на своей стенографистке. И вся элита Третьего Рейха узким кругом, Гитлер, Гиммлер, Геринг присутствовали у него на свадьбе, и кто-то из них даже был его свидетелем. И вдруг выясняется такая история, что когда мадам Бломберг, фрау, вернее, Бломберг регистрируется в полиции, как жена Бломберга, достается дело из картотеки, и вот эта фрау Бломберг, новоиспеченная стенографистка, оказывается, лежит в досье полиции нрав, как проститутка. То ли да, то ли она была очень на нее похожа. Ну, неважно. В общем, историю принесли Гиммлеру. Гиммлер ее немедленно принес Гитлеру. И Бломберга вызвали и сказали: ну, вы женаты на проститутке, это вообще нормально для прусского офицера. Вы должны с ней развестись. Бломберг пошел в отказ. Эту историю опубличили через газеты. Бломберга сняли. Второй человек, который был важной единицей, важным ферзем в генералитете вермахта, это Фричи, которому приписали показания очевидцев о том, что он гомосексуалист. Ну, в тот момент для Германии, в общем, вот евреи, коммунисты, гомосексуалисты, это было все одно и то же. Естественно, это был огромный скандал. Фричи уходит в отставку после Бломберга, но он не замолкает, он идет в суд. И, собственно говоря, на суде он пытается опровергнуть эти обвинения. Более того, у него есть свидетели, которые говорят о том, что он никакой не гей, а натурал. И глава разведки военной и контрразведки Канарис, он поддерживает Фрича. И Канарису этого потом, конечно, не забудут. Но, тем не менее, в общем, дело замяли. И этих 2 товарищей отправляют в отставку. Гиммлер, глава СС, невероятно усиляется, а Гитлер становится верховным главнокомандующим. Сначала он на эту должность хотел Геринга пихнуть. Геринг все-таки боевой летчик, летал во время Первой мировой войны очень удачно в дивизионе Красного барона, я об этом говорил в своем рассказе о Первой мировой. Но, тем не менее, генералы сказали, что Геринга они никаким образом не примут, и Гитлер становится верховным главнокомандующим. Все, вот эта ненавидимая им прусская элита, которую он презирает, он теперь ей не просто он глава Рейха, он еще и главнокомандующий, то есть главный человек в армии. Гитлер своей цели достиг. Но генералы этого не простили и начали плести заговор. Дамы и господа, просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые билеты на авиасейлс. Летом 1938 года, после грандиозного, позорного скандала с отставкой 2 высших генералов,
возникает заговор. Его составляют не то что не последние, а первые люди немецкой военной элиты. Начинает всю историю подполковник Ханс Остер, и к нему примыкает огромное количество людей. Люди, которые потом будут, в общем, на полях сражений генералами, которые будут вести свои армии, в частности, на войну с Францией, Польшей, Чехословакией и Советским Союзом. Генерал Людвиг Бек, фон Браухич, Гальдер, Канарис, шеф разведки, то есть просто элита Третьего Рейха. Люди составляют заговор, они начинают тайно собираться и разрабатывают план. Убийство Гитлера, арест всех приближенных Гитлера, это Гиммлера, Геббельса, Геринга и далее по списку, восстановление монархии и параллельные переговоры с Великобританией. Для переговоров они используют главу Министерства иностранных дел Германии и двух братьев Кортов, которые два немецких дипломата известных, они входят в сепаратные переговоры с Великобританией. На кону разыгрывается карта Чехословакии. Гитлер готовится к вторжению, чтобы отторгнуть Богемию и Моравию, а позже захватить всю Чехословакию. Все понимают, что это начало следующей войны. И все боятся, немецкие генералы, во-первых, они считают, что война будет проиграна, небезосновательно считают. Во-вторых, самое главное, что Великобритания в ответ на вторжение в Чехословакию немедленно объявит Германии войну и, собственно говоря, на море начнет ее выигрывать. Дальше присоединится Франция, и все будет, как было в Первой мировой войне. И они вступают в сепаратные переговоры с англичанами, говорят о том, что вот такой у нас есть план, мы не хотим допустить вторжения в Чехословакию, мы не хотим новой войны. Англичане, как истинные джентльмены, кивают, говорят, да, мы тоже войны не хотим. Вы что, конечно, Гитлер кровопийца, убийца. И вот зреет заговор. И на первой неделе сентября Гитлера должны были грохнуть. Там было несколько планов: взорвать его, застрелить во время его публичного выступления, но ничего не состоялось, потому что буквально за несколько дней до того, как заговор с целью убийства Гитлера начнется, до того, как, собственно, само мероприятие произойдет, за несколько дней Великобритания заявляет о том, что вступать в войну вследствие нападения Германии на Чехословакию она не будет. А дальше состоялся Мюнхенский сговор, где союзники Чехию сдали, и они все, вот это была такая политика британского кабинета, умиротворение агрессора. Он хочет захватить всю Европу, давайте маленькие кусочки скормим, там Чехословакию, потом Польшу, потом вот дело до Франции уже когда дошло, понятно, что Францию скормить нельзя, но тем не менее. Чехию сдали, и генералы понимают, что союзников в Европе у них нет, и заговор распадается. Удивительное дело, что он не был раскрыт. Его раскроют только в 1945 году, потому что найдут дневники Канариса, об этом мы поговорим дальше. Но, собственно, вот эта сетка военных существует, она понимает, что дело не удалось, началось вторжение в Чехословакию, люди поехали на фронт, они как-то поддерживают друг с другом связи, но вот этого тесного кружка связи есть, а кружка нет. И все понимают, что, в общем, началась война, а они давали присягу, теперь поэтому надо воевать. И разговоры об убийстве Гитлера на какой-то момент стихают. В 1939 году покушение на Гитлера все-таки состоится, но сделал этого не военный, сделал этого человек гражданский, Георг Эльзер, который ненавидел Гитлера, ненавидел всю эту фашистскую диктатуру, и он вознамерился его убить. Каждый год Гитлер с ближним кругом праздновал годовщину пивного путча. Они приходили в пивную, Гитлер толкал там какую-то речь, все хлопали, пили пиво и расходились по домам. Это такое было официальное мероприятие, партийное мероприятие НСДАП. И Георг Эльзер об этом узнал и начал готовиться. Он подпилил в пивной столб, заложил туда взрывчатку. Для этого он устроился работать на рудники, чтобы иметь доступ к взрывчатке или в горнодобывающую какую-то промышленность. В общем, сути это не меняет. Приехал Гитлер выступать на годовщину пивного путча. И, собственно, он должен был 15 минут там речь толкать, как обычно. Потому что речи Гитлера были длинные, бесноватые, безумные, все как положено. Но он пришел, значит, что-то там прокрякал 5 минут. И быстро уехал в Берлин. У него были там дела. Прогремел взрыв, погиб десяток человек, но Гитлер остался невредим. А Эльзера взяли вообще совершенно случайно. Он бежал в Швейцарию, у него в поезде проверяли документы, нашли коммунистическую брошюру. Это приговор, и сказали, а вы что, коммунист, что ли? Ну и под пытками дальше он сказал, что я не просто коммунист. Я, конечно, не коммунист никакой, но симпатизирую. А хотел Гитлера убить. Вот в Мюнхене был взрыв. И Эльзера посадили.
Его не расстреляли сразу, его посадили. И, собственно, у Гитлера был план после Великой Победы Рейха устроить судилище над ним и еще десяткам человек по разным делам и показать, значит, как правосудие Рейха восторжествовало. И Эльзер до 1945 года просидел в концлагере, и, в общем, перед самым концом войны его расстреляли. Надо сказать, что историки не знают, сколько было покушений на Гитлера. Десятка была зафиксирована попыток, а вообще специалисты говорят, что до 40 раз покушались на Гитлера. Но все это было совершенно неудачно. Вот о первом покушении я вам рассказал. Но военные усмирены. Вот началась война в Чехословакии, потом в Польше, потом во Франции. А дальше план Барбароссы, и начался дикий, чудовищный замес на Восточном фронте, вторжение в Советский Союз 22 июня 1941 года. И вот здесь начинает зреть заговор, которому суждено воплотиться в 1944 году. Операцию «Валькирию» связывают прежде всего с фамилией фон Штауфенберг, человек, который заложил взрывчатку в ставку Гитлера. Но на самом деле идейным вдохновителем, вообще мозгом и мотором этого заговора был совершенно другой человек, полковник фон Тресков. Это прусская аристократия, военная элита. Он муж двоюродной сестры фельдмаршала фон Бока. И человек, который, в общем, был на связи со всей прусской элитой, был кадровым военным. И вот он попал на Восточный фронт. Он воюет в группе армий «Центр» в Советском Союзе. И сначала он с своими сослуживцами обсуждает, стоя как Наполеон на берегах реки Березины, что все, катастрофа, мы втянулись в войну, которую мы никогда не выиграем. Потому что против нас, конечно, будет весь мир. Сначала. Потом он видит ужасы, которые творятся на Восточном фронте. Убийство мирного населения, евреев, коммунистов, сожжение целых деревень, концентрационные лагеря в полях, когда поля были оцеплены колючей проволокой, потому что некуда было военнопленных русских солдат девать, и они там друг на друге спали на земле, замерзали от холодов, издевательств. Все он это видит, и он это обсуждает с офицерами, что мы солдаты, мы пришли воевать. Но здесь же, посмотрите, части СС, инзацгруппы, зондеркоманды, они занимаются просто геноцидом русских людей. И как бы расстрельные команды работают просто не покладая рук. Мы так на фронте не стреляем, как они стреляют в мирное население. Он начинает это все обсуждать. И, собственно говоря, он понимает, что большинство офицеров, конечно, это не поддерживают. И не зря Борман-то потом напишет, что на Восточном фронте действительно заговор, офицеры, в общем, совершенно не лояльны. Тресков пытается писать такой документ, причем он пишет это не один. Канарис, который глава военной разведки и контрразведки, он в 1941 году напишет документ на имя Гиммлера и Гитлера о том, что на Восточном фронте творятся преступления против человечества. Если вы о них не знаете, то вот вам список, собственно, их надо остановить. Ну, тоже некая наивность, конечно, и Гитлер, и тем более уж Гиммлер не то, что знали, они просто это запустили, этот механизм. Но, тем не менее, Канарис это письмо написал, и вообще Канарис это тоже интересный человек, которому можно потом сделать отдельный выпуск. Да? С одной стороны, шеф военной разведки и контрразведки пишет письма в защиту гражданского населения Советского Союза, вывозит там человек 500 евреев под видом своих агентов через Португалию, дает им сбежать в Америку. И это тоже такой удивительный факт. В общем, Тресков тоже пишет такое письмо, что мы здесь не мясники, а мы здесь солдаты. Это надо все остановить. И заканчивается это все, никто ему, конечно, не отвечает. Он на постоянном контакте с генералом фон Боком. И вот здесь зреет заговор о том, что Гитлера надо устранить, его надо убить, потому что, собственно, ничего хорошего не получится, страна летит к катастрофе. И здесь первый вообще факт звучит, что Гитлера убить это мало. Потому что, убьем Гитлера, там же есть Гиммлер, у которого войска СС, здесь есть Геббельс, тут есть Геринг, то есть, убивать надо всех в одном месте. И вот план начинает реализовываться. В 1941 году заговорщики из группы армий «Центр» начинают разрабатывать стратегию, пишутся документы о послевоенном устройстве Германии. Здесь же впервые начинается этот диспут, как мы можем убить главу государства, которому мы давали присягу. И тут, собственно, возникает вот это первый такой поток, который толкнул всю структуру заговорщиков, что, ребят, мы присягу в стране давали, да, и как бы мы не обязаны выполнять бесчеловечные приказы человека, который страну губит. И, в общем, заговор начинает потихоньку обрастать людьми, адъютанты фон Трескова, его сослуживцы,
весь генералитет группы армий «Центр» так или иначе им симпатизирует. Дальше происходит битва под Москвой, которую немцы проигрывают. И два генерала, которые просто на прямом контакте с мятежниками, фон Браухич и фон Бок, они отправлены Гитлером в отставку. И, собственно говоря, связи вот на таком уровне с Берлином у Трескова больше нет. И заговор вроде как опять притухает. Осенью 1942 года события на фронте для немцев идут уже, мягко говоря, тяжело. И случается еще одна отставка. Гитлер отправил в отставку начальника сухопутных войск Гальдера, еще одного симпатизанта мятежникам. И Тресков начинает искать новых союзников. И вот здесь, что называется, происходит событие, которое мятеж этот ставит на рельсы возможного успеха. Формируется резервная армия в Германии. Что такое резервная армия? Резервная армия создается в Берлине и крупных городах на случай нескольких вещей. Во-первых, в Германии огромное количество пленных, которые сидят по концлагерям или работают подневольным трудом на заводах. Эти пленные поднимают маленькие бунты. В какой-то момент бунт может стать большим, их надо будет усмирять, поэтому нам нужно нечто среднее между внутренними войсками и регулярной армией. И формируется эта армия резерва. Во-вторых, десант и диверсии союзников, которые возможны, какие-то прорывы, тоже понадобится резерв. Ну и самое главное, внутренний мятеж. Какая-то часть СС или какая-то часть армии восстанет, а у нас будет под рукой наша резервная армия, которая, значит, этих злодеев всех накажет. Вот такой был план Гитлера. В резервной армии появляется человек, это начальник общевойскового управления Верховного командования сухопутных сил, генерал Ольбрихт. И вот они с Тресковым через знакомых по прусским военным клубам входят в контакт. Надо сказать, что Тресков вообще был лучшим выпускником своего курса, и понятно, что он знал всех. И вот они с Ольбрихтом в контакте. И возникает этот план, что резервная армия – это отлично. Если сейчас мы парализуем все ее действие заговорщиками, поставим везде наших людей, то ни у кого даже не будет возникать сомнения, почему там мы отрабатываем какие-то учения по захвату зданий. Мы же резервная армия, вот исполняем поручение Гитлера. И весной 1942 года Ольбрихт кладет на стол Гитлеру план «Валькирия». План «Валькирия» подразумевал развертывание резервной армии в Берлине и прочих городах в случае восстания или в случае мятежа. Что он подразумевал? Захват всех главных государственных зданий, захват мятежников, арест чиновников или примкнувших к ним людей из любых ведомств, гестапо, СС и так далее. И самое главное, это изоляция партийной верхушки, потому что Гитлер считал, что если мятеж где и созреет, он может созреть в ближнем кругу. И поэтому немедленно ближний круг должен быть изолирован с помощью этой резервной армии. И Гитлер этот план подписал, и мятежники решили этот план против Гитлера и использовать. Убить Гитлера, захватить все государственные здания и начать немедленные переговоры с союзниками. Но это 1942 год. И дальше опять ничего не происходит, потому что переговоры, война, Тресков находится на Восточном фронте, Ольбрихт находится в Берлине. И, в общем, нужна какая-то координация, но в первую очередь нужно убить Гитлера. И дальше начинается вот эта погоня. Это убить Гитлера становится вообще такой вот основополагающим мотивом заговорщиков. Первое убийство планируется в 1943 году, 13 марта, происходит очень удобная вещь. Гитлер летит в Смоленск на Восточный фронт, чтобы взбодрить солдат, встретиться с генералами, показать, что он на фронте с воюющей нацией. Тресков и его коллега Шлабендорф кладут в самолет Гитлера взрывчатку. Самолет Гитлера, самолет «Кондор», который имел две вещи в конструкции специальных. Во-первых, Гитлер всегда сидел в салоне самолета в голове по правую руку, и вот диваны, где Гитлер обычно сидел, они были обшиты дополнительной броней, чтобы, значит, пролетающий самолет, если стрелял, он Гитлеру никаких неудобств доставить не мог. И второе, это кресло с катапультой для вождя, что если что случается, катапульта выстреливает вверх, и Гитлер на парашюте спускается на землю, цел невредим. Ну и кроме этого, «Кондор», конечно, не летал никогда один, его патрулировали истребители, его сопровождали мессершмитты для того, чтобы отбить возможную атаку в воздухе. И они закладывают
под взрывчатку. Каким образом? Ну, опять это вот человеческий фактор. Они говорят пилоту знакомому: слушай, ты же сейчас из Берлина летишь на Восточный фронт, ты можешь корешку нашему передать коньяка французского, 2 бутылки. Старик воюет с русскими, вообще истосковался. Он говорит: конечно, возьму посылку, что же не взять, мы же летим. И в одной из бутылок коньяка пластиковая взрывчатка английская. Заговорщики активируют химический капсуль, ставят взрывчатку на таймер. Почему это было важно? Потому что было 2 типа детонаторов. Один, который ориентировался по барометру. Если самолет набирает определенную высоту, бомба срабатывает. Перед тем, как Гитлеру взлететь, самолет каждый раз вылетал пустым. Сначала 30 минут кружил на разной высоте, чтобы посмотреть, что там у него не взорвется. Потом уже забирал Гитлера. А они заложили другой тип взрывателя, который был, детонатор был связан с часовым механизмом. Вот через полчаса где-то в небе над Минском самолет должен был счастливо взлететь на воздух. И дальше произошло непонятное. Самолет сел в Смоленске целый невредим. По версии, которая общепринята, было нарушение температуры в салоне, было слишком холодно, это замедлило химическую реакцию, бомба не взорвалась. И вот эти, значит, заговорщики, срочно вылетает человек, заложивший взрывчатку из Берлина в Смоленск, перехватывать эту посылку, говорит: старик, это не тот коньяк, подожди, это другой, вот тебе на, настоящий. И опять им все сходит с рук, опять их никто не ловит. 21 марта еще одна возможность убить Гитлера, потому что в Берлине выставка советских трофеев. И Гитлер должен эту выставку посетить, среди трофейного советского оружия толкнуть речь. И вот один из заговорщиков, Герцдорф, он соглашается быть смертником. То есть он просто на себе притаскивает эту взрывчатку. Когда Гитлер приходит в павильон и начинает свою речь, он выходит в туалет, активирует детонатор и подходит как можно ближе к Гитлеру. У Гитлера опять какие-то неотложные дела, он через 3 минуты покидает здание, смертник бежит в туалет, размыкает этот детонатор, взрыв не происходит. То есть вот 2 случайности, которые Гитлеру спасли жизнь. Надо сказать, что заговорщики не просто готовили убийство Гитлера, а, как я уже сказал, готовили обширный документ послевоенного устройства в Германии. Гитлера убиваем, вводим армию резерва в Берлин и в крупные города, такие как Гамбург и Мюнхен, арест членов высшего руководства СС, Гестапо и Министерства пропаганды, арест Геринга, Гиммлера и Геббельса, если их не удастся убить вместе с Гитлером. Дальше блокировка связи со ставкой Гитлера, все командные рычаги переводятся на резервную армию, она дальше рулит ситуацией, мы формируем временное правительство, немедленно входим в контакт с американцами и англичанами, подписываем перемирие, спасаем Германию, выводим ее из войны, дальше у нас демократические выборы, это одна часть заговорщиков. Вторая часть – восстановление монархии. Что здесь важно? Интересный момент. Одна часть заговорщиков говорила: немедленный мирный договор на любых условиях, которые позволят спасти Германию. Подписываем с Америкой, с Великобританией и с Советским Союзом. А вторая часть говорила: да зачем же, нет, давайте подпишем с англичанами и с американцами, а русских-то добьем, они же коммунисты. Надо сказать, что это тоже базовый камень. Прусская аристократия ненавидела коммунизм. Ненавидела, это ее роднило с Гитлером. И не хотели они никакого мирного договора с Советским Союзом. Вытащимся из войны с Америкой и Великобританией, и дальше вместе добьем, значит, красных коммуняк. Вот так они считали. И, собственно, таков был план. Здесь возникает вопрос логичный у меня лично, у телезрителей из Москвы. Гитлер – человек, который замкнул на себе все руководство страной, который знал о концлагерях, об убийствах, который лично санкционировал план Барбаросса, план Грюн, план Вайс, все планы вторжения на территории. Вот его убейте, и дальше история по-другому пойдет. Есть союзники, да, вот есть Советский Союз, есть Великобритания, есть Америка, есть диверсионные группы. Ну, собственно говоря, почему? Все же, разведка текла. Мы знаем, что из выпуска про кембриджскую пятерку, что шифровальную машину Enigma англичане вскрыли, и они читали все радиоперехваты. То есть они знали, где Гитлер находится, в какой ставке. Вот у меня вопрос. Все знают об ужасающей бомбардировке Дрездена, который был снесен с лица земли. Бомбардировки союзников. Все знают о бомбардировке Гамбурга, который был сожжен.
Наконец, всем известно о бомбардировке Рурского массива, там, где была сосредоточена промышленность. Массив охранялся, весь этот район охранялся артиллерией, авиацией Третьего Рейха на отлично. Англичане положили там вместе с американцами 600 бортов, но разбомбили этот район. Казалось бы, перехватите депешу, узнайте, где Гитлер, пошлите туда 600 самолетов, 300 вы потеряете, но остальные точно отбомбятся, и Гитлера не будет. Но этого сделано не было. Англичане разрабатывали операцию, надо сказать, которая подразумевала устранение Гитлера в резиденции Бергсков, то есть в ставке «Орлиное гнездо». И это был любимый чайный домик Гитлера в Баварии. И он с утра гулял там один без охраны. Но охрана где-то была на отдалении, он предавался мыслям, значит, как, наверное, кого еще 1-2 миллиона убить, и ходил там, значит, гулял, слушал соловьев. Решили англичане этим воспользоваться, сформировали группу, поляки, немцы и англичане, которые говорят на немецком, переодели их в немецкую форму, предполагалось их десантировать. И они из снайперских винтовок, значит, с расстояния там 200-300 метров, чтобы быть уже уверенным точно, Гитлера грохнут. Некоторая часть людей уже была десантирована, потом от операции отказались. Почему? Потому что английская разведка перехватывает информацию о том, что у Гитлера не то что началась, а просто уже в серьезной стадии наркомания. И он сам своей смертью в любом случае умрет, потому что он уже торчит. А если мы сейчас его убьем, то получится, что мы его героизируем. Он действительно, он и так говорит, что он простой солдат. Он и погибнет от наших пуль как солдат. И, собственно говоря, это поднимет боевой дух немецкой нации. А потом придет его какой-нибудь сменщик, который наркоманом не будет, а может быть вообще будет вполне здоровым молодым мужиком. И нам еще сколько-то лет воевать. И они отказались от этой истории. Дальше происходит вопрос к товарищу Сталину: Иосиф Виссарионович, а вы почему не грохнули Гитлера? Потому что существует миф, о котором я сейчас не буду долго рассказывать, про любимую артистку Гитлера, русскую актрису Чехову, да, которая играла в немецких фильмах. Гитлер, в общем, и обожал 2 актрис, ее и Мари Курек. И вот по легенде Чехова была агентом НКВД, который поручал сгрохнуть Гитлера. Тоже не срослось. У Сталина, причем, были на столе операции десантирования в Восточную Пруссию, второй ставки Гитлера, операции подрыва, бомбардировок. И Сталин смехнул, надо сказать, очень рационально: войну мы все равно, судя по всему, выиграем. Гитлера мы сейчас убьем, и на его место придет человек, менее запятнавший себя кровью, и начнет договариваться с нашими союзниками. И с их помощью выйдет из войны. Война остановится, и, собственно говоря, Берлин никто не захватит, и победу у нас украдут. Потому что с Гитлером действительно ни американцы, ни англичане говорить больше не хотели. А вот с другим, пожалуйста, почему не поговорить? Он, может быть, какой-то будет совершенно нормальный человек. И более того, Сталин, судя по всему, это были не просто его измышления, а ему разведка об этом говорила. Потому что вовсю идут, 1944 год, идут сепаратные переговоры. Канарес в милом испанском городочке Сантандер, глава военной разведки и контрразведки, глава Абвера, встречается с англичанами и американцами. Вот они, значит, сидят, пьют каву или что-нибудь там пьют и говорят о том, что мы Гитлера грохаем, сепаратный мир, мы выходим из войны. И надо сказать, что Рузвельт, президент Америки, он своих ребят одернул в этот момент и говорит: не надо ни с кем говорить ни о чем, мы уже выигрываем. И переговоры Канареса прошли впустую. Но переговоры были, их не только Канарес вел, и Гиммлер потом их вел, и до этого дипломаты немецкие через Стамбул пытались договариваться выходить из войны и так далее. В общем, Сталин, исходя из этого, сказал: не надо, все операции по устранению Гитлера мы больше не обсуждаем. Дальше возникает второй самый важный вопрос. Потому что в западной историографии и отчасти в нашей историографии заговорщики, которые пытались убить Гитлера, они стали такими героями сопротивления и членами Черной капеллы. В гестапо было 2 дела. Красная капелла – это дело против коммунистов, которые злоумышляли против Гитлера. А вот все эти прусские офицеры, вся эта прусская элита, которая участвовала в заговоре против Гитлера, они попали в дело, которое называлось Черная капелла. И, собственно говоря, вот есть такое мнение, что это романтики, которые, пошли на войну, да, они были верны присяге и долгу. Но они не хотели этой войны, они проникнулись ужасами на Восточном фронте, убийствами людей, концлагерями, и решили, что Гитлера, значит, надо убить. Они хотели действительно сделать другую, хорошую, демократическую Германию. Да, с одной стороны, это так. С другой стороны, слушайте, и Тресков, и Штауфенберг, который сейчас выйдет на нашу сцену, я до него вот так к нему подкрадываюсь,
все в начале войны поддерживали Гитлера. Да, он не наш, он ефрейтор, он плохо образован. Но он же правильно говорит, Великая Германия, долой репарации, возродить армию. Ну, что ж, плохо разве? Он говорит, хорошо. Он говорит, дороги он строит. Какую дорогу Гамбург-Мюнхен построил? Хороший человек, при нем вообще потрясающая экономика развивается. Они все его поддерживали. Первое. Они ненавидели коммунистов. Это их роднило с Гитлером. Они были жуткими антисемитами. И презирали всех вообще, кто только... Всех вокруг. Потому что они были голубая кровь, а все остальные были быдло. И Штауфенберг, который будет участвовать в вторжении в Польшу, он напишет своей жене, что народ здесь вообще скотский, они понимают только кнут. Евреи, полукровки и поляки примерские. То есть у них все это было внутри, их не надо считать романтиками. Они понимают, что в 1944 году все, история закончена. Финителя комедии, надо, в общем, спасать страну и, конечно, в первую очередь спасаться самим. Поэтому, в том числе, они на это дело пошли. Но, тем не менее, конечно, мы не будем их сейчас тоже мазать черными красками. Действительно, среди них были люди, которые были меньшими упырями по сравнению со всем остальным. И вот, собственно говоря, на дворе август 1943 года, и Тресков знакомится с человеком по фамилии фон Штауфенберг, главным героем всей истории с бомбой. Клаус фон Штауфенберг – элит, просто сливки прусской аристократии. Его род очень старый, в роду все в основном военные, связаны с домом Вюртемберг, то есть служили при королевских дворах. И он был очень талантливым человеком. И, в общем, вот он становится военным. Он поддерживает Гитлера, когда Гитлер приходит к власти. Он считает, что да, Версальский договор, это проигранная эта война, Первая мировая, это несправедливо, репарации мы платить не будем. Нас предали. А кто предали? Евреи, коммунисты. И, собственно говоря, он все это разделял, как я уже сказал, во время вторжения в Польшу. Он пишет о сброде, о людях, которые понимают только кнут. Польша – это мрачная страна и так далее и тому подобное. После Польши он участвует во французской кампании. И во время вот этого совершенно бесславного надругательства над двумя генералами, над Фричи и Блобергом, он поддерживает Гитлера. Говорит, да, ну а что, Гитлер теперь главнокомандующий, правильно, хороший парень, все правильно. И он поддерживает его назначение. Дальше дневники, свидетельства его жены, свидетельства его знакомых. 1942 год он видит массовые расстрелы гражданских, которые происходят в России, в Польше, во Франции. У него начинается невероятное разочарование в Гитлере. И его переводят в Африку. В Африке воюет знаменитый немецкий генерал, наверное, единственный, кто не замазан ни в массовых преступлениях, ни в расстрелах, просто что он в Северной Африке воевал. Это генерал Роммель по кличке Лис Пустыни, который гоняет в хвост и в гриву англичан до определенного момента. Потом они его, конечно, будут гонять. Но, тем не менее, он просто легендарный человек. И африканская кампания Третьего Рейха, она во всех учебниках. И вот Штауфенберг попадает в ставку Роммеля, начинает вместе с ним воевать. И дальше его машина попадает под обстрел. И он получает чудовищное ранение. Он теряет глаз. Он теряет все пальцы на правой руке, их приходится ампутировать. У него раздроблен череп, он ничего не слышит, он плохо видит, но живой. И его вытаскивают, его перевозят в Германию и, собственно говоря, ставят на ноги. Он учится ходить, он вместо правой руки все учится делать левой рукой. И вот он такой почетный инвалид, и его переводят в расположение командующего армией резерва. Это то, что Трескову и надо. Легендарный ветеран, который разочарован в Гитлере, человек, который просто во всех газетах, они быстро сходятся, и Штауфенберг говорит, что Гитлера, конечно, надо грохнуть за то, что он делает. Вот, я сказал, легендарный ветеран. Штауфенберга наградили немецким крестом в золоте. Немецкий крест в золоте – это вот такая вот бандура, которая носилась на правой стороне груди. По цензурным соображениям мы не можем показывать фотографию, я просто расскажу, как она выглядела. Такая бандура, значит, с лучами, а в центре свастика. Орден этот презирали в армии. Его называли яичницей Гитлера, потому что он похож на яичницу, глазунью. А вторая кличка у него была партийный значок для слепых. Потому что на НСДАП был маленький значок со свастикой и орлом, а это был такая вот балда была. И, конечно, это совершенно был орден Сутулова. То есть его давали тем, кто
что изволите. Но, тем не менее, вот Штауфенбергу вручили эту награду, хотя он вполне себе боевой офицер был. К слову сказать, Штауфенберг с Тресковым очень быстро сходится, и его энергия, его желание убить Гитлера, оно как бы попадает, что называется, в нужное русло. И вот начинается планирование убийства. Операция «Валькирия» еще в историографии называется заговор Бендлер-Блока. Бендлер-Блок — это там, где располагалась ставка армии резерва, там, где шли все эти кулуарные переговоры по убийству Гитлера. Бек, Ольбрихт, Штауфенберг и Тресков — это 4 человека, которые заговор планируют, которые планируют то, как заговор будет развиваться, то, что будет сделано потом, после убийства Гитлера. Параллельно действует с 1939 года еще один кружок, кружок Крейсау или чайный салон Фрау Зольф. Прусские аристократы. Хельмут фон Мольтке — это внучатый племянник того самого Мольтке, который все стратегические планы Германии в Первой мировой войне разработал. Вот этот, значит, его внучатый племянник Хельмут Мольтке, он организовал такой дискуссионный клуб, где все, значит, 1939 года сидят, собираются о том, как им устроить прекрасную Германию без Гитлера. Ничего они никакой опасности не представляли, но они вышли на связь тоже, поскольку все это одна аристократическая тусовка. Они с офицерами из вермахта вышли на связь и в какой-то момент участвовали в написании документа о послевоенном устройстве Германии. И вот июнь 1944 года. Ну, давайте очень коротко, что происходит на фронтах вокруг Германии. Происходит настоящая катастрофа. Значит, советская армия освободила Украину, сняла блокаду с Ленинграда, зашла на территорию Румынии. Еще в Белоруссии упираются немецко-фашистские захватчики, но дело, в общем, сделано. Позади ужасающая битва при Сталинграде, ужасающая для немцев, которые не проиграли, для них это был, конечно, национальный траур. Это с одной стороны, Восточный фронт, самый кровавый. С другой стороны, в Африке ничего хорошего, а совместные силы англичан и американцев Роммеля из Африки вытеснили. Американцы высадились на Сицилии. И это считался самый крупный военно-морской десант в истории человечества. Пока не случилась Нормандия. Вот за несколько буквально недель до покушения на Гитлера началась операция «Оверлорд», и союзники высадились в Нормандии. То есть Гитлер ведет войну на континенте на 3 фронта. Итальянский фронт, где вот сейчас свергнут Муссолини, и Муссолини летит в Берлин рассказывать Гитлеру, что там дальше будет. Вот французский фронт и вот Восточный фронт, и шансов, в общем, никаких нет. Штауфенберг прикомандирован к армии резерва и дальше прикомандирован к ставке Гитлера. Ставка называется «Волчье логово», она находится в Восточной Пруссии. И вот он из Берлина постоянно туда летает. Он участвует во всех армейских совещаниях. Гитлер очень его котирует. Боевой офицер, награжденный, чуть не потерял, вообще чуть жизни не потерял, стал инвалидом, ну, смотрите, вернулся в строй, и всем он говорит, что вот Штауфенберг, это ого-го, берите с него пример. И вот Штауфенберг на все эти совещания ходит. И он понимает, что во время того, как в деревянном бараке все собираются на совещание и докладывают Гитлеру обстановку на фронтах, всех вместе можно грохнуть. Потому что туда и Гиммлер приезжает, и Геринг. И 2 попытки Штауфенберг делает 11 июля и 15 июля. И обе попытки он прерывает, потому что в Волчье логово не приезжает ни Гиммлер, ни Геринг, а там только один Гитлер. А в тот момент уже заговорщики четко понимают, что грохать надо всю верхушку в одном месте. И вот 2, собственно говоря, неудачных покушения. Он не решается взорвать бомбу. И дальше заговорщики понимают, что сейчас, вот смотрите, у нас разработаны все планы. Мы знаем, как армия резервов будет действовать, как будут аресты происходить. У нас все по часам расписано. Ну, давайте дальше не тянуть. 20 июля 1944 года очередное совещание о положении дел на фронтах. И Штауфенберг встречается со своим братом и говорит ему, что он идет убивать Гитлера и спасать Германию. И вот, возвращаясь к разговору о долге и присяге, он говорит такую вещь. Кто найдет в себе мужество сделать это, войдет в историю как предатель. Но если он откажется, то будет предателем перед своей совестью. И вот Штауфенберг летит из Берлина в Волчье логово. Он прилетает и
Первое, что он слышит, сойдя с трапа самолета, фельдмаршал Кейтель говорит, что совещание, которое будет только через час, оно переносится, будет буквально сейчас, через 25 минут, потому что Муссолини прилетел. И они с Гитлером что-то там тереть будут, поэтому нам надо сейчас все это совещание быстро будет. Штауфенберг говорит: слушайте, я не могу, я офицер, мне надо рубашку переодеть, я в самолете запылился. И он, значит, в туалет адъютанта Кейтеля бежит, никакую рубашку он, конечно, не переодевает. И он активирует, искалеченной рукой, он активирует детонатор, кладет его в портфель. У него 2 бомбы с собой. Он взвел механизм только в одной. Почему он вторую не взвел, непонятно. То ли считал, что одной хватит, то ли не смог, то ли просто... У него, представить его состояние можно, человек идет убивать Гитлера. То ли он просто решил не возиться с ней. В общем, он положил эту бомбу в портфель и пришел на совещание. Все, там, значит, дубовый стол огромный. Гитлер стоит, и Штауфенберг говорит: я, может, только к вождю поближе подойду, потому что я же инвалид по слуху. И в Африке меня вон как контузило. И он говорит: да, конечно, пожалуйста, проходи. Он стоит рядом с Гитлером, кладет себе под ноги портфель. И через какое-то время он говорит: слушайте, а мне же вот в штаб сейчас надо позвонить, одну секунду, сейчас вернусь. И кладет фуражку, значит, что он вернется, идет к телефонисту и говорит: соедините меня, пожалуйста, с берлинским штабом резерва, штабом армии резерва. И он из помещения уходит. Механизм заведен. И дальше он понимает, что все, дело сделано. Он со своим помощником минует 3 кордона. И на 3-м кордоне, потому что волчье логово — это система из 3 кордонов, и защита, охрана выстроена так, что первый периметр могут там определенное количество людей пересекать, второй более узкий круг, и третий уж совсем узкий круг. Он, в общем, был в ближнем кругу, который имел пропуск вездеход. И вот он, значит, во время совещания обратно через эти 3 кольца оцепления едет к аэродрому. И в этот момент звучит взрыв. Взрыв ужасающий. И, собственно говоря, вот схема, как стояли и где находился Гитлер. И по версии, почему Гитлер остался жив? Потому что один из лизоблюдов, полковник Брандт, увидев, что Штауфенберг ушел, занял его место рядом с Гитлером, он портфель мешал, он этот портфель переставил. И когда прогремел взрыв, стол этот огромный опрокинулся, и Гитлера закрыл от осколков. И спас его. Гитлер вышел из этого, значит, сарая. На нем была изорвана в клочья вся одежда. На совещании было 24 человека. 4 погибли, 17 ранено. А Гитлер, у него какая-то легкая контузия была. Потом говорят, что он оглох из-за этого на одно ухо и так далее и тому подобное. Но по факту Гитлер жив. А восстание уже началось, потому что с аэродрома Штауфенберг звонит в Берлин и говорит: дело сделано. И вылетает в Берлин сам. Дальше события задокументированы просто по минутам. И вот весь план, который у заговорщиков был, он сразу пошел не так, только из-за одной истории. Во-первых, потому что Гитлер остался жив, а во-вторых, потому что действовать надо было немедленно. А действовали все черт знает как. В 12:42 звучит взрыв. В 13 Штауфенберг вылетает. В 13 Геббельс узнает о покушении. Ему звонят из ставки Гитлера, что у нас взрыв. Он не знает еще, кто там жив, кто там мертв. И в этот же момент Ольбрихт вызывает главу резервной армии генерала Фрома и говорит ему: план «Валькирия». У нас мятеж, и нам надо быстро взять все государственные здания под охрану, арестовать Гиммлера, Геббельса и Геринга, всех высших партийных чиновников, потому что у нас заговор против вождя. То есть пытается в рамках приказа «Валькирия». А Фром в это дело не верит и говорит: нет, подождите, я сейчас в ставку должен позвонить. Я ему: какая ставка? У тебя приказ, все, вот «Валькирия». Фром отказывается, и его заключают под стражу. Дальше начинается телеграммный ад, потому что из штаба резерва армии во все части телеграммы: Гитлер убит, у нас восстание, немедленно арестовывайте всех членов СС, членов НСДАП и берите под контроль важные государственные здания в ваших городах. Это одна линия телеграмм. Вторая линия из ставки, и там пишут: Гитлер жив, покушение не удалось, никаких приказов из ставки резервной армии в рамках плана «Валькирии» не принимать, действовать, в общем, только по приказу Гитлера.
И вот этот телеграммный ад продолжается, причем работает только Париж на самом деле. Да? В Париж позвонили, и там в рамках плана «Валькирия» 1200 сотрудников СС, НСДАП, ребята из резервной армии арестовали, значит, посадили в отель «Рафаэль», они там, значит, сидели часами, и «Валькирия» в Париже состоялась без единого выстрела вообще. А в Берлине вот эти все удивительные люди жевали сопли до 16:00. 16:00 Ольбрихт командует «Валькирия» к исполнению. В 16:30 Штауфенберг прилетает в Берлин. Ему говорят, что Гитлер-то жив, никто его не убил. Но он говорит, неважно, надо же дальше приходить, дальше надо поднимать мятеж и захватывать государственные здания. И вот в 17:00 батальон «Великая Германия» в соответствии с планом «Валькирия» берет под контроль, наконец, правительственный квартал. Оцепляет этот квартал и начинает, значит, медленно продвигаться по городу. В 17:30 Геббельс, который работает единственный как часы, он звонит в первую танковую дивизию СС Адольф Гитлер. Он понимает, что заговор в вермахте, звонить надо эсэсовцам. Он звонит и говорит, что у нас, значит, здесь такая история, у нас мятеж вермахта, и, в общем, надо входить в столицу. Эсэсовцы мнутся, потому что они гражданской войны как бы тоже не хотят, но тем не менее. И вот к 19:00 батальон «Великой Германии» весь город практически взял под контроль. И в 19 майор Ремер, он входит в здание немецкого радио, в Министерство пропаганды, чтобы арестовать Геббельса. И говорит, доктор Геббельс, вы, собственно, арестованы в соответствии с планом «Валькирии», вас надо изолировать. Он говорит, план «Валькирии» больше не существует, Гитлер жив. Он говорит, что значит Гитлер жив? Он говорит, сейчас я вас соединю. И соединяет его со Ставкой. И Гитлер говорит, кто на проводе? Он говорит, майор Ремер. Поздравляю, полковник, никаких команд больше не исполняет. Тут же ему дают звание, там, по-моему, еще какую-то награду ему дали. И Ремеру объясняют, что это подстава. План «Валькирии» использован для того, чтобы снести вождя. И дальше Ремер берет под контроль Берлину, то есть разворачивает свою армию уже против заговорщиков. В районе 20-21 в Берлин вводят танки, в 23:00 заговорщики арестовываются. И вот глава армии резерва, генерал Фром, который отказался исполнять план «Валькирии», которого заговорщики, значит, закрыли в кабинете, и он там сидит под домашним арестом. В 23:00 его освобождает. Он дает команды немедленно арестовать Штауфенберга, арестовать Ольбрихта и всех, значит, вот людей, которые сидят в армии резерва, в генералитете. Он их всех арестовывает. Дальше, внимание, 23:00. В 0 часов он их допрашивает, а в 0:15-0:30, то есть за 15 минут, их всех расстреливают во внутреннем дворе. И Штауфенберг, который во время ареста его ранили в плечо, его расстреливают, и он кричит перед смертью «Да здравствует священная Германия». Почему Фром так быстро их расстрелял? Судя по всему, он тоже был в деле заговора, но в последний момент испугался. И вот когда он увидел, что действительно правильно, что он не пошел в заговор, он вырвался, когда его освободили из-под этого импровизированного домашнего ареста, он быстро всех своих сослуживцев и начальников расстрелял, чтобы они не дали на него показания. И в 0:21 Фром звонит Гитлеру и докладывает: мятеж мною лично подавлен. Здесь небольшая опять ремарка про веселый город Париж. В 22:30 уже 1200 человек арестованы, и армия, в общем, Париж под контролем армии резерва. В 0 часов им звонят, говорят, что мятеж генералов вермахта не состоялся, они использовали план «Валькирия» в темную, и всех 1200 человек освобождают. Они до утра бухают, братаются, что мы теперь, значит, не арестанты и охранники, а мы теперь опять одна единая армия. Они там, значит, бухают до утра и исправляют, что это был мятеж, слава тебе Господи, никто ни в тюрьме не сидит, никого охранять не надо. Вот Париж — единственная точка, которая сработала. 21 июня ночью Гитлер обращается к нации и говорит о том, что было совершено покушение злодеями, кровопийцами, которые предали народ и присягу и хотели меня убить. Но я выжил, и, собственно, я их предам жесточайшему суду. Здесь свидетельство о его встрече с Муссолини, потому что, когда Гитлер выскочил, на нем все брюки, весь пиджак был в лохмотьях, он выскочил с безумным взглядом, и там Муссолини приехал. И Муссолини, когда видел его в этой ситуации, он говорит: что случилось-то? И Гитлер ему кричал: я неуязвим. Только что адским пламенем английская взрывчатка полыхнула, всех убила в здании, а я неуязвим. Я бессмертен, у меня миссия.
И Муссолини-то, потому что кукуха, конечно, у деда поехала уже, ну, можно понять, с другой стороны, тротил только что взорвался. Но все были под впечатлением. И дальше свидетельство очевидцев, что Гитлер был очень спокоен после этого покушения. Он не впал в какую-то там ярость, он спокойным голосом говорил о том, что он бессмертен. Потом они сели с Муссолини обедать, и в какой-то момент он отвлекся от этих переговоров, вызвал адъютанта и сказал: я их всех как скот забью, всех заговорщиков я залью кровью просто весь город. Я всех, не только их, всех членов их семей, всех их родственников, все будут уничтожены. И вот начинаются аресты. Ну, помимо тех, кого я уже обозначил, Ольбрихта и Штауфенберга, расстрелянных во внутреннем дворе в Берлине, начинаются аресты. Гестапо открывает дело «Черная капелла» и начинает рыть. И, собственно говоря, к 7 августа нароют огромное количество. В заговор, в сетку заговора попало 600 человек. Очевидно, что кто-то там попал. Понятно, что костяк был участников, а кого-то оговорили, с кем-то сводили счет. В общем, положили список из 600 человек. И вот 7 августа начинается процесс. Процесс унизительный для прусской верхушки. Их надо расстрелять, потому что они боевые генералы. Либо повесить. Можно гильотинировать. Это тоже для военного генерала ок. Можно дать ампулу с ядом. Или, например, вот Фром, который расстреливал во внутреннем дворе, он генералу фон Боку дал высшую милость, он ему дал револьвер с пулей и сказал: застрелитесь сами. И тот застрелился. А этих повесили на струнах рояля. На струнах рояля, чтобы казнь была, чтобы не сразу человек от удушения умер, а постепенно умирал. Все это снимали на фотопленку. Все это фиксировали, и фильм этот утерян, не знаю, посмотрел его Гитлер, не посмотрел, но факт в том, что все это дело снимали. И вот, собственно, 7-8 процесса тут же казнь. А что же главный идеолог заговора фон Тресков? Когда он узнал, что Гитлер жив и заговор провалился, он находится в этот момент на Восточном фронте, и он говорит своему адъютанту, что дело наше не удалось, но мы, видит Бог, действовали в интересах Германии для того, чтобы оградить свою семью от преследования своих друзей. Вы скажите, что меня партизаны убили. И он идет и подрывает себя на ручной гранате. И считалось какое-то время, что он не причастен к заговору. Потом, когда начались допросы, естественно, сказать, что Тресков был идеологом, нашли его тело. Выкопали, вернее, его тело, потому что типа он убит партизанами. Тело перевезли в Германию, сожгли в печи крематория и развеяли по воздуху. То есть это была такая показательная казнь. В рамках всей истории Черной капеллы казнены или доведены до самоубийства 200 человек. Репрессии были жесточайшие. Вспоминаем о Ненербе. Гитлеру оно здесь пригодилось, потому что Гитлеру положили на стол, он говорит, что надо карать родственников, надо карать совершеннолетних детей, сажать в концлагеря или подвергать суду, потому что это все люди, которые поражены заразой заговора. И из Ненербе им принесли документ. А вот древний германский обычай-то, кровь за кровь же. Это же вот наше же, древнегерманское по обычаю же мы так делаем. И это в основу материалов дела, согласно древнегерманскому обычаю, значит, всех родственников репрессировать. Вот такая история. Арестован генерал Гальдер, который пережил Гитлера, и его не убьют, его не казнят в рамках этого мятежа. Генерал Роммель, о котором я говорил, на него показывают. Говорят, что он в заговоре, может, и не участвовал, но точно об этом знал. И Роммелю передают письмо Гитлера, что мы вас ценим, вы боевой генерал, но вы заговорщик, и вот, собственно говоря, вам выбор принять яд, уйти из жизни. И Роммель принимает цианистый калий и умирает. В германских медиа Стон, Роммель, наш боевой генерал, он уже в тот момент Нормандский фронт возглавлял, он попал под обстрел, англичане попали бомбой, и вследствие ран вот он умер. Похороны, почести, немецкий флаг, все. То есть это не опубличили, но убили. То есть довели до самоубийства. Глава Абвера, адмирал Канарис, арестован. На него показали, а никаких свидетельств этого нет. И вместе с ним Остер арестован. Это человек, который в 1938 году заговор
плел. И на Остера показали, что он в 1938 году еще хотел Гитлера убить, а против Канариса не было никаких свидетельств. Канарис к тому моменту в отставке был, Абвер закрыли и всю разведку передали Гиммлеру в СС, в СД. И находят дневники Канариса. И в этих дневниках свидетельство, что Канарис и в 1938-м был в переписке с заговорщиками, и в 1944-м, и все он это знал. И Канариса расстреливают 9 он сидит в концлагере год, и 9 апреля 1945 года, за месяц до конца войны, его расстреливают. Всего по делу арестовали 600-700 человек, включая родственников, которых репрессировали. Вот такая история. Что можно сказать в финале? Ну, во-первых, действительно, до сих пор историки не понимают, убили бы они тогда Гитлера, остановилась война или нет. Потому что, возможно, власть бы перехватил Гиммлер или Геринг, и все бы продолжалось. Поэтому с точки зрения просто убийства Гитлера, скорее всего, это не работало. Но, с другой стороны, на Гитлере было столько всего замкнуто, что его смерть, конечно, бы дезориентировала и дезорганизовала и верхушку СС, и верхушку вермахта. Тем более, если бы они взяли под контроль все госздания, и мятеж был бы действительно, если бы они действовали по часам, действовали в соответствии с планом, возможно, это изменило бы ход войны. Ну, история сослагательных наклонений не помнит. Что было в немецком обществе, тоже очень интересно. Где-то до 60-х годов Штауфенберг и Тресков считались изменниками, потому что эти люди изменили присяги, они предали главу государства, они предали Германию, и они, собственно говоря, предатели, потому что зам Трескова, он сдался вообще советским войскам. И он указал на место, где эсэсовцы прятали архив у ставки Волчье логово, сдал его советским войскам, вообще назвали дважды предателем. И вот это происходит до 60-х годов. В 60-х годах, смотрим выпуск про 1968 год, ситуация меняется, общество начинает меняться. И эти люди, и Штауфенберг, и Тресков, назначаются героями. Это люди, которые оказывали Гитлеру сопротивление. И в Бундесвере, например, который всячески дистанцируется от вермахта и говорит, что мы не наследники вермахта, ни в коем случае, мы просто немецкая армия. Есть казарма имени Трескова. И покушение на Гитлера – это важная дата для немецкой армии. Штауфенберг и Тресков теперь герои, которые сопротивлялись преступному режиму Гитлера. Но в любом случае Гитлера не убили. Война Германии была проиграна, и неизвестно, как изменился бы ход истории, если бы Гитлера все-таки убили. Но вот такая вот история о том, как рождаются мятежи, как рождается вот это вот движение, причем движение армейское, движение по русской аристократии, как оно рождалось и как оно вот чуть не убило Гитлера. Друзья, важная информация. 3 августа, то есть уже совсем скоро, я и журнал «Правила жизни» устраиваем мероприятие, которое называется «Лекторий правил жизни». В рамках этого лектория, который состоится в Москве в ДК «Рассвет», я прочту лекцию о новых медиа. Кроме этого, будет там куча всего интересного. Мы расскажем, какие новые форматы в видео мы в журнале запускаем буквально в ближайшее время, какие люди нам нужны для новых команд. То есть как бы покажем вам, с одной стороны, внутренности нашей кухни, а с другой стороны, ну, я смею надеяться, я вас порадую интересной лекцией. Билет по ссылке в описании, но 10 билетов я хочу разыграть для зрителей своего блога. Задание очень простое. Вы часто пишете в комментариях: спасибо за то, что я сдал экзамен. Я, значит, воспользовался этим вашим блогом на работе. Еще кого-то удивил историей из вашего блога. Напишите в комментариях о том, как вот этот блог, который я делаю еженедельно, помог вам в экзаменах, в личной жизни, на работе. Самые интересные истории, то есть авторы самых интересных историй получат бесплатный билет на мероприятие 3 августа. Пишите в комментарии. Друзья, спасибо, что смотрите мои исторические выпуски. Я призываю тех, кто смотрит, но не подписался, подписаться. Тех, кто не подписался на мой телеграм-канал, тоже подпишитесь. Там много всякого интересного, я смею надеяться. Ну и спасибо. До новых встреч.